Хочу, ребят, Стаса посмотреть, потому что я болею за него, переживаю за Стаса. Хоть с ним лично и не знаком, но большой молодец, старается. Но, если честно, вот от этого ролика у меня немножко, понимаете, немного у меня такое двойственное ощущение, потому что супер Стас сдался на полосе препятствий. Ребят, у него огромный вес еще пока что. И давать ему нагрузку, чтобы он там бегал или куда-то карабкался или еще что-то, это очень вредно для здоровья. Я думаю, ребята знают, что делают. Тем более ролик, если я не ошибаюсь, вышел на канале у Лехи Столярова, на которого мы, кстати, подписаны. Леха, кстати, ЧСВ, СВЧ, он так и не ответил, можно ли смотреть в этом ролике, поэтому смотрим дальше. Лех, в любом случае, спасибо тебе за контент, молодцы, ребята, очень хороший пример подаете молодым пацанам, ну и, в принципе, кто постарше, да, я тоже, если что, скидываю. Да, так что как-то так. Все, всем приятного просмотра, на Леху, ребята, просмотра, приятного просмотра, кого, чего, родительный падеж, еще помню, да. Всем приятного просмотра, подписывайтесь также на Леху Столярова, ссылочку оставлю внизу в описании. Поехали, приятного просмотра. Я в Стаса верю, потому что это реально сложное испытание. Поддержка важна абсолютно в любом деле, а при похудении это вообще неотъемлемая часть. Слава богу, что у Стаса она есть. И сегодня мы посмотрим, поможет. Ответил Леха? Он разве ответил? На предыдущем ролике можете посмотреть? По-моему, не было его комментария, я не видел, я бы лайкнул. Она ему преодолеть очередное испытание. Прошилки Тебя сегодня ждет действительно сложное испытание. Я не справлюсь, не получится. Стас, давай! Я больше не буду приезжать. То есть этот человек теперь может худеть. Сейчас вы наблюдаете главного моего врага. Это горка. Преодолел! А ты вовремя ложишься спать сейчас? Я тебя убью. Если что, пока стыдно очень. Супер Стас у нас потратил за 2 месяца, ребята. Итак, вес наш. Блин, опасно. Это, ребят, кстати, тема, которую я хотел пройти. Это гонка героев. Я служил, когда у нас ребята вот этим вот занимались. Я 2 раза не попал, потому что я в нарядах был постоянно. Вот, так что гонка героев — это очень крутая тема, на самом деле. Может быть, даже подготовлюсь и пройду это испытание. Очень интересное. В принципе, даже бы сейчас чисто на характере бы прошел. Сколько бы смог, по крайней мере. Так что как-то так. Очень интересная вещь. Стас, я рад тебя приветствовать на очередном испытании. Очень сложная, на самом деле, вещь. Гонка героев, братан. Обнимемся с каждым разом, с каждым выпуском все сложнее, сложнее. Братик, обниму тебя. Просто хочу сказать. Да, Я больше не буду приезжать больше. Я уже... Что следующее? Мы полетим в космос, я не знаю. Гонка героев довольно сложная, ребят. Ну, я не говорю, что оно мега сложное, но для неподготовленного человека сложновато. Тебя сегодня ждет действительно сложное испытание. Примерно 7 километров и примерно 31 препятствие. Блин, для него это очень много будет. Там все мышцы, да-да-да, отлетают. И сегодня, чтобы тебе было проще выполнять это все, я позвал самых близких людей. Это твоя невеста Яна и твой тренер Паша. Внимание! Молодец, Янка. Опять же, не знаком с ребятами, но то, что она его во всем везде поддерживает, это очень важно. Очень важно. Ребята, вы большие, реально молодцы. Это очень круто. В том же духе дальше двигайтесь. Не просим! Дружище, ну тебе они точно должны помочь. Пришли тебя поддержать. Люди! Красавчик. А как они меня поддержат? За меня пройдут? Я Нет, согласен. они будут поддерживать духовно, братик. Ты должен дойти сам, но только до того момента, до которого ты сможешь. Не обязательно до финиша, выжми из себя по максимуму. Не Я была в пройдет. шоке, на самом деле. Не пройдет. Ну, невозможно пройти. Я ставлю на то, что пройдет, ну, может быть, процентов 20-30, если он пройдет, вот с его весом, с его вот сейчас комплекцией, я думаю, что само получится. Я думала, что это все будет так, несколько, не знаю, метров, все так Процентов расположено, 20-30, но я от думаю. масштаба я просто обалдела. Это Больше гонка вряд ли. героев. Ты у нас Очень и сложная. так герой, но самое главное, это в конце, чтобы на тебе висел жетон, понимаешь? Это очень важно. А можно просто корону из Бургер Кинга? Нет, но сейчас ты еще узнаешь своего инструктора, братья. Александр Еременко, самая жесткая, самая громкая, самый жесткий инструктор. Встречаем!
Если бы она упала, было бы эпично. Я Саша, твой инструктор, и я буду на протяжении всей трассы вместе с тобой помогать проходить препятствия. Нас ждет Очень 7 интересный километров ролик. и 35 препятствий. Блин, проверю, точно я лайк поставил? Поставил, все, подписался. Очень интересный ролик. Для меня он дико интересный. Главное условие слушать меня. Кстати, вот эта вот трасса, если ты ее проходишь, то это очень-очень-очень-очень хорошая такая вещь перед восхождением на Эльбрус. Прям вот ее пройти, очень здесь выносливость важна. Внимательно я буду рассказывать технику безопасности. На каждом препятствии его будут поддерживать Яна и Паша. Ребятушки, ну, естественно, мы будем орать. Давай, пацан. Давай, пацан. Так, а Леха, и- ты со мной будешь Я бежать? с тобой буду бежать. Леха со мной. Бля, ты как... Братан, я знаю, что такое ощущение, что бывает такое, что я без тебя что-то делаю. Массажик, Красавчики. Да все, хватит, все. Давай еще раз, ты готов? Да! Давай, пятюня! Походу реально готов. Подожди, стой, стой, стой. Я уже дома думаю, нахуй это мне надо, если честно. Ну, типа, я Он очень много весит, да, и там и для спины, и для суставов, и для всего. Ему не 20 лет. Очень такое спорное, на самом деле, это. Я говорю, 20-30%, если он пройдет полосы. По крайней мере, на 14 на 15 по-моему, год я примерно понимал, из чего полоса состоит. Сейчас не знаю, сейчас, может, все переделать. вспоминаю наши попытки зимой, и я ехал уже с таким состоянием, думаю, блин, а чё вот, зачем, почему я не справлюсь, не получится, не заберусь. Ну что, у нас обратно? Какой канал у тебя на вас? Ребята, а тут все очень просто. Вот прям внизу заходите, вот он, стримлю тут. Вот он, канальчик мой. Подписывайтесь, заходите, добавляйте в избранное. Буду вам очень благодарен. На счет 10, 9, 8, 7, Давай. 6, 5, Да давай. 4, 3, 2, 1. Поехали, Стас. Стас, первое испытание. Стасон, первое испытание. Хватаемся за канат и поднимаемся по канату вверх. Стас, давай, реально, У него я в веса Стаса много. верю, потому что это реально сложное испытание. Полно, ребят. Веса много. Стас, ты Тяжело, очень красавчик! тяжело. Молодец, Стас, давай. Просто не заметил. 5. Не заметил. Есть, Стас! Красава, забежал. Я не видел препятствий вот именно в первом испытании. Почему? Когда ты на гонку героев, ребят, если сейчас бы меня пригласили, организаторы гонки героев, 100% бы пробежался. 100%. Просто вот сколько бы смог. Чисто, знаешь, на характере. Сердце я тем более проверял недавно, все проверял. Можно было бы попробовать. Просто я не знаю, сколько бы я бы сейчас прошел. Потому что основной сильной стороной Стаса являются его ноги. Эти мощные ноги, там ни грамма жира, они все секутся сейчас. Мне кажется, каждая нога весит килограмм по 60. И там сплошные мышцы, икроножные, квадрицепсы, ягодичные. Они у него очень мощные, очень выносливые. Он проезжает сейчас на велике по 30-40 километров в день. Не, без шутки, Ну что, дорогие наши ребята, мы... Если бы организаторы написали, в принципе, можем сделать проще. Ну, это типа будет... Прям такое, знаете, интересная будет вещь. Я не говорю, что я бы прошел. Давайте сделаем проще. Окей, это довольно сложная все-таки тема. Давайте 50 тысяч лайков, если это видео наберет. Я бы рванул. Вообще пох, просто на характере. Вот честное слово, ребят, просто бы на характере. Как только наберет 50к лосей это видео, как раз я еще, наверное, там, вы не сразу, наверное, наберете. Хотя вы, бля, за день вы и по 30, по 40 у меня набирали. Короче, если вы, да, разом ломанетесь, протопите, я бы прошел. Сколько смог, я бы прошел. Просто бы все бы это сняли и все. Вообще прям все, забились. 50к лосей и вперед. Мы сегодня на велопрогулочке. Леша попросил показать, как мы катаемся, а я Леше отказать не могу. Так что со мной сегодня мой, как говорится, партнер. Я на своем бейке, я на своем бейке. Очень это сложно. С нами сегодня за камерой Дима на какой-то своей огрызке, блядь, посмотрите. Это даже не бейк, это огрызок. В общем, сегодня мы поедем в зал, мы часто катаемся, мы всегда куда-то ездим сейчас на велосипедах, потому что такси, сука, дорогое. Так что, Ян, покажи, как ты стартуешь, блядь, давай возьми на холостом и погнал, давай. Все, погнал. Ясно, стартануло так себе, и я такой, смотрите, на кайфе, на чиле, поехали. О, май гад. Смотрите, в общем, Слушайте, вот так мне делаем. кажется, он худеет Опа. потихонечку. Потом, блин, я реально Кажется, он испугался. потихоньку худеть Блядь, начал. поцарал. Ну, в общем, смотрите, мы берем вот так вот, заезжаем, блин, вот так вот. Вот примерно, ну, это я обычно делаю в обычный вечер, но сегодня не вечер, так что не получится сегодня.
Олег, главное в этой ситуации, чтобы нашего оператора не сбила машина, потому что хуярит по встречке. Ребят, как вы думаете, у меня сегодня будет взвешивание в ролике? Сколько я сбросил килограмм? Напишите сейчас прямо в комментариях. Мне уже самому интересно. Я примерно Нет, то, что он сбросил, это факт. Но сколько? Слушайте, если у него было... У него сейчас, по идее, должен очень быстро вес уходить. понимаю, но не до конца. Я ожидаю, что на взвешивании весы покажут где-то минус 20 килограмм от стартового. У него очень изменилось лицо, стал меньше Двадцатка, я думаю, побольше. Килограмм 25, думаю. живот в объеме, то есть в плане талии. И даже цвет лица улучшился. 50 то есть он вряд стал ли, выглядеть моложе. где-то 25. Ну, я прям кайфую. Итак, вес наш. Сейчас разворачиваемся лицом к препятствию. Берем за канат и плавно спускаемся вниз руками. Так, Стас, ты можешь. убираем. Давай, Стас. Я ставлю на то, что... Красава. Я ставлю на то, что Стасон сейчас уже 25 где-то потерял килограмм. Супер, давай, чуть-чуть. Перебирай. Стас, держи вперед, руками. Перебирай руками. Вперед. Красавчик! Так, Красавчик! молодец. Стасон лучший! Погнали! Тебя ждет еще Побежали 34 дальше. препятствия. Стас меня безумно удивило то, что 34 он так между препятствия, блядь. препятствиями бежал, потому что я не рассчитывал, что Стас действительно так очень уверенно повысил свой уровень в беге, то есть функциональности, потому что я думал, он сейчас остановится сразу после препятствий и пойдет пешком, потому что очень часто в гонке героев люди, которые без особой подготовки, они действительно останавливаются после первого препятствия и начинают шагом идти или еще что-нибудь. Тут Стас уверенно побежал, меня это очень удивило. Так, ну что, смотри, нас сейчас ждет следующее препятствие. Мы забираемся по сетке. Отвесная стена у нас. Ребята, обязательно пишите комментарии со словами поддержки. Вот это сейчас для него крайне будет сложно. Стас согласился на Сетки гонку героев. С его весом очень сложно это будет. Давай! Стас, только не торопись, Стас, не торопись, Стас, не торопись. Стас, красавчик, только не торопись. Немного торопится. Не торопись. Не получай. Отпускайся. Аккуратно, аккуратно. Только когда он начал забираться, я понимаю, что это будет просто пипец. Он либо сейчас рухнет, ну, либо себе что-нибудь сломает и рухнет, или рухнет и сломает. Руки пока не способны поднять этот вес, а там именно акцент был именно на руки. Стас, красавчик, только не торопись. Немного торопится, господи. Не торопись. Не получай. Отпускайся. Там, да прикинь, аккуратно. все на руки, ребят. Вся нагрузка на руки. Это Далеко так не иди, далеко не иди. Покороче делай, да, шаг. Локоть. Шаг Жесть. покороче. Засунул туда и ножки подтягиваешь к себе. Давай. на самом деле не так уж и просто. Держи, может быть, Она под наклоном. Держи, Стас. Засунь туда, Стас. Руку засунь. Держать, держать, Но он держать, старается. держать, держать. Вишенка, помогай, страхуй его. Только не Страхуй его. А? залезь, туда не залезь. Тихо, аккуратно, медленно. Аккуратно. Тихо, тихо, тихо. Тихо. На втором испытании, когда был отрицательный угол, я думал, мне все. То есть проект закончится не только у Стаса, но и у меня вообще. В целом YouTube моя карьера, потому что когда Стас стал отпускать руки, я удержу и думаю, блин, что сейчас будет? Я тебя страховал, как мой, блин. Родной. Не, ну там просто... Понял, минус. Молодец. Ты молодец. Почти Ничего до конца страшного. уже залез. Ничего Супер. страшного. Ты красавчик. Знаешь, я скажу так, вот как вот говорят эти мотиваторы в ТикТоке, надо пробовать, потому что если после одной вы сказали, я слабак, ты не попытался, ты типа даже не попробовал закинуть руку. Я закинул руку, я это сделал. И дальше я понял, что, ну, типа, это нереально на данный момент с тем нынешним весом. Ну ты будешь продолжать? Давай попробуем. Давай. Ребят, Одно можно. вес... Да, надо преодолеть. Погнали Вес дальше. очень Честь сложный. выпала Стасу, что он действительно не остановился и стал продолжать пытаться, означает, что Ну да, то, стержень что не действительно тильтанул, мог бы такой прям тильтануть здесь. окрепший стал, что он эмоционально готов к этому, он не боится. Друзья, хочу вам сказать огромное спасибо за то, что мы первый раз официально стали номером 1 спортивным каналом среди всех спортивных каналов в России. Мы обогнали действительно очень мощные и сильные спортивные каналы. И в данный момент на мой канал очень важно подписаться, потому что до заветных 4 миллиона подписчиков. Да, ребят, кстати, спасибо. У нас там трешничек-то тоже не особо за горами. Так что давайте подпишемся и погнали. Скоро очень много нового контента, он уже в монтаже находится. Осталось чуть больше, чем 360 тысяч. Вы видите, чем больше наш канал, тем круче шоу мы делаем. Поэтому, ребят, мне будет безумно приятно, если прямо сейчас красная кнопка
если она по каким-то причинам еще красная, станет серой. Вы для меня самая большая мотивация. Спасибо вам. Итак, Евгений Александрович, расскажите, пожалуйста, как Стас у нас изменился по тому, как вы взяли биоимпедансию сейчас? Что от меня требуется? Ты уходи отсюда. Что, нельзя? Тут, блядь, секс происходит. Так, с давлением вообще как обычно? Вот, все вроде хорошо. 140 на 80. Хорошо? Отлично. Так, все, с исследованиями все. Гель с ноги вытираем, одеваемся. Ну, смотрите, начнем, наверное, с метаболизма. Так. Метаболизм у Стаса был понижен. То есть у него он был ниже 817 килокалорий на квадратный метр. Возьмем старый биоимпеданс, увидим, что у него метаболизм был на нуле. Он почти сотку добавил, у него 899. Он теперь в середине. То есть этот человек теперь может худеть. Мы дали ему анаболических гормонов, то есть тестостерона. Мы дали ему препаратов, которые ускоряют его метаболизм. Плюс он еще занимается спортом. В начале терапии было 88,5 килограмм жира на весь его организм. Сейчас у него 67. Офигеть, вот это очень круто результат. 21 килограмм жира ушло у Стаса. У него плюс 3 килограмма Что-то по ходу дела я не угадал. Мне кажется, он больше похудел. мышц, 3 килограмма 800 грамм. Мы не только теряем вес, как все вот привыкли говорить, то, что теряем вес, да, худеем. Он худеет не за счет мышц, он худеет только за счет жира, а мышцы он наращивает. Круто. Это Для мужика очень супер важно. Это очень важно для любого организма. На нем минимум будет обвисать кожа. Мы полностью справляемся с поставленными целями и задачами. И самое главное, мы не вредим этим похудением его здоровью. Могу сказать, что Стас очень много добавил аэробные нагрузки. Помимо наших тренировок в тренажерном зале, которые, фактически мы делаем по 20, по 30 упражнений без остановки, друг за другом, абсолютно. Рассеянная нагрузка, разные упражнения наверх, на низ, на пресс. И этого после часа мы идем, как правило, играть на полчаса, минут на 40 в настольный теннис. Это тоже добавляет мелкой моторики, это добавляет общей выносливости. Еще посещать после пинг-понга бассейн. И плюс после этого Стас после обеда едет вечером 30-40 километров. Он проезжает на обычном уличном велосипеде со специальным, конечно же, пока сиденьем, потому что Стас у нас крупный парень. И после такого объема аэробной нагрузки бег для него просто казался, как щелкал, это просто как орешек. Следующее наше препятствие будет вертикальная стена с отверстием наверху. Стены будут Надо очень просто сложно. залезть и вылезти. Ты уже герой! Ты супер, Стас! Так, сейчас главное внимательно следить за техникой безопасности. Стасон, давай! Стас, красавчик, давай, пошел. Это точно должно получиться. Стас, мы тебя ждем там. Стас, красавчик, перекидывай ногу. Есть! Есть, аккуратно, 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 аккуратно. Смотри, как невеста переживает, а. Переживаешь? Все сохранить. Все сохранить. Хотим семью, потом... Преодолел! Есть! Есть! Красава! Братик, это еще не все. Эмоции! Дырка мое хобби. С дыркой препятствия мы ее не заметили, он его пробежал. Раньше, спасибо. если бы, например, Стаса я позвал бы 2 года назад, раньше он снимал такую гонку героев, раньше он был только оператором и рядом ехал на машине. И в целом он сейчас оказался в этой шкуре преодоления препятствий. Я удивлен, насколько он действительно классно это прошел. Знаешь, я иногда задумывался, вот мы едем на двух колесах, типа, я вообще не контролирую, то есть могу без рук вот так, я оно подарит. Смотрел я здесь видос, едешь, и такой, хуй. Сейчас вы наблюдаете главного моего врага, это горка. В этом деле главное подстроить скорости, потому что на 9-й невозможно, это просто усмерть, так что я еду на горку на 1-й. И главное здесь дыхание, типа, все заебало, все, выдыхайся. Бумыч 2.0, мне кажется... Я даже не знаю, кто из них больше весит. Вот это не пройдет это. Представь, что ты альпинист, надо пройти по стенке. А, по стенке вдоль? Пошел, Стас! Нет, вдоль пройдет, Красавчик! вверх нет. Аккуратно, аккуратно, не спеши, Стас. Вы просто лучший, народ, просто лучший. Держись. Аккуратненько. Уйдет просто превосходно. Молодец! И чуть-чуть осталось. Чуть-чуть, Стас. Сейчас наступит. Да не, но он бы прошел. Если бы не торопился, он бы прошел. Да,
А что Блин, вот давайте чуть-чуть... Потише. Да. Потише, давай потише, чуть-чуть потише. Потому что он меня не слышит. Мне кажется, Стас реально очень сильно нервничает. Гул там стоял просто неимоверный. Стас, давай, перестань. Не было одного четкого голоса тренера. Грубо говоря, там или инструктора, или тебя. Как говорится, минусы поддержки, в другом случае плюсы. Вспотела. Я прям чувствую, как ему тяжело дышать. Все хорошо, Стас, дыши. Стас, хорошо, дыши. Стас, хорошо. Дыши, Пройдет. не спеши, ты все сделаешь. Держаться, Держаться. Не спеши, не спеши, не спеши. Не спеши. Мы рядом, Стас, мы рядом. Осталось чуть-чуть. Два шага, реально про. Тяжело все равно, видишь. На эмоциях, на адреналине я пошел второй раз, и это была ошибка. Мне кажется, нужно было передохнуть, чтобы голова очистилась, потому что как только я встал сразу на вторую попытку, я понял, что все, а голова там мутная, я начал, вы сами видели, начал куда-то не туда переставлять, забрасываться, перепрыгивать с руками, на руках. 150, у него, по-моему, не 150 даже килограмм, у него там, я не знаю сколько. В общем, бред был забейте. полнейший. Держаться. Не спеши, не спеши, не спеши. Мы рядом, Стас, мы рядом. Осталось чуть-чуть. Там не 150 точно. Красавчик. Красавчик, красавчик, красавчик. Ты прикинь, это, ну, это 100, даже если он сейчас похудел, там, пусть даже в нем 160 килограмм, но вы представляете, что это такое? 160 килограмм. Это очень жестко, Ты ребят. прошел, огонь. Это огонь реально. Руки. Там я считаю, что он просто занервничал, запереживал, потому что вроде бы получилось, и вот это вот счастье перехлёст с волнением, что, блин, вот-вот-вот-вот, и еще чуть-чуть. У него не получилось, и соскочила нога, и, конечно, вторая попытка уже совершенно не получилась. Но было видно, опять же, желание попробовать, желание постараться сделать, желание показать всем нам, что, ребята, я стал лучше. Это очень круто, потому что раньше он только в еде показывал, раньше он только придумал, наверное, отговорки различные. Сейчас он действительно старается изменить себя в лучшую сторону. И вот эти препятствия... 160 килограммов? Например, Вначале были силы, но они там на 30% все сразу. Не, ну ты красава. Красавчик. Ну ты со твоим весом машина. И ты шел очень ровно, очень красиво. Очень ровно. Да, поначалу были силы, всё? были мысли, а уже под конец, знаешь, оно все расплылось. И лишь бы дойти. Да, и Нервничать уже начал. прекратило вот это Да, понимание, куда координация, ставить, а вот когда координация. второй раз пошли, там вообще был страх уже. Я всегда изначально верил в Стас, и в этот раз было не исключением. Но я понимал, что, вероятно, будут такие испытания, и из-за пока 190 еще было. избыточного веса у Стаса, да, они не позволят ему преодолеть. Что важно, фазовый угол – это скорость проведения нервного импульса по нерву. Медика мне не особо интересно, мне вот больше интересна полоса сама. Нет, смотри, они дальше Бежим идут. дальше, давай. Стасон, давай! Большая корочка. Жарко, конечно, очень. Стас, давай! Братан, давай, терпишь, терпи. У нас есть стена и канат. Мы должны добежать до каната. Не зайдет, Пройти. не залезет. Давай, брат. Аккуратненько. Аккуратненько. Да подожди, она вроде не такая ответственная. Не, зайдет, смотри. Молодец! Хорош. Ей! Красавчик. Лучше. Есть один вывод, который я хочу сказать. Наверное, это сейчас будет выглядеть как предательство самого себя, но я хочу сказать, что Лига Героев для меня еще рано. Мы теперь знаем наш Почему предательство? Он говорит то, что я сказал в самом начале видео. Ребята, у него огромнейший вес. На полосу препятствий при таком весе идти, это... слабые стороны. Это Там мотор просто может отлететь и все, потому что, ну, ты представляешь нагрузку, какую дают? стало отчетливо видно. Это прежде всего предплечье, хват и недостаточно еще сильный плечевой пояс. Но хочу пообещать, прямо стоять здесь, люди, которые меня пришли поддерживать, на следующую гонку героев соберу свою команду. То есть это осенью? Да, но мне надо еще скинуть. Рано, Леша, рано. Сколько процентов он прошел? 40% трассы он прошел, и я Красавчик. считаю, что он мега крутой молодец, потому что некоторые испытания были сложные, но Мега. он держался вот так. Техника прохождения препятствия была идеальная. Он очень круто слушал инструктора, Как то бишь танк, меня, знаешь, просто и вот. выполнял их. Класс. Я за тебя безумно рада. Дай мне 5. Я Стас, жду красавчик. тебя в сентябре. Обещаешь? Стас, в сентябре в одной команде.
одной команде. С сентября вообще осталось понты. Стас, И что пока стыдно очень. да ну брось. Не, перед самим собой, понимаешь? Да ну брось, Да брат. не, ну я видел гонку героев, я знаю, что проходили девочки, понимаешь, проходят девочки, Ты проходят... же оператором был, Я снимал видел ее. это все, я понимаю, насколько сейчас я бесполезен просто перед какими-то испытаниями. То есть настолько я себя запустил. Брат, вот это слушай. показывает, что надо заниматься, чтобы просто вот взять и показать, что ты можешь пройти гонку героев. Это лучшее испытание для меня. Ты красавчик. То есть это был такой для меня еще один скачок в душе, что насколько я стал беспомощным, что даже вот в ситуации, что какая-то полоса препятствий, человеку все Я бы не возможно, сказал, что она а тут простая. я не справился. Так что лучше было закончить на такой красивой ноте, как на той горе, и сказать, что я еще вернусь. 40% гонки сделал. И Стас сегодня победит. Жарко было, очень сложно с таким весом. Естественно, в первый раз, Стас собрал все не совсем благоприятные погодные условия, но получилось дойти 40%. Я удивлен, я думал, что Стас вообще развернется на первом препятствии и скажет, ну его нафиг лесом. Но его слова и его спич, который закончился тем, что он придет осенью и соберем мы команду, реально Блин, до под осени Стаса и мало. побежим всю гонку, уже мысли наталкивают на то, что действительно мы делаем классный Я проект. пробежал бы И тоже. за Сколько эти бы 2 смог. месяца, которые Стас Попробовал реально... Очень интересная тема. Сколько мы его ведем. Я сколько не бегаю, его ничего, наставник, но- Реально он круто изменился. Это здорово. Этот, Мне надеюсь, интересно проект сейчас, реально поможет какие у меня многим силы людям, есть. которые действительно все сомневаются, похудеть с лишним весом. Итак, досмотрите этот ролик до конца, потому что вы в конце узнаете, сколько Стас теперь весит, сколько он сбросил за 2 месяца. А мы поехали. Да нет, Слава молодец, что хотя бы начал заниматься. Потому что если бы он не начал заниматься, ты представляешь, что бы дальше с ним было? В команду к Сейчас пойдем. Стасу осенью. Ребят, я не знаю его лично. Стасон, если где-то цинканет, я просто, ну где вот тут, где мне с ним связаться? Стасон, если цинканет, напрашиваться куда-то мне тоже неудобно. Если цинканет, я говорю, я бы его поддержал с большой радостью. Причем, ну, у нас есть, конечно, большая разница в весе, но я не скажу, что я в какой-то хорошей физической кондиции. Просто бы попробовать пройти, я бы попробовал бы. Не факт вообще, что получилось бы что-то, но все-таки. Пойдем, экстремал будет, экстремально будет, поехали. Блин. Я еду, а она передо мной. Ну что, ребят, вот мы приехали в наш зал Gold Gym. Вы его знаете, не понаслышке, его рекламировать не стоит, потому что его все знают. Вот вы проделали с нами путь от дома до зала. Надеюсь, вам понравилось. А сейчас что-то вам покажет. Писал тоже тебе интересно. под Так что не видосом, надо посмотреть будет. переключайтесь, ребят. Я тренируюсь и худею, чтобы доказать себе и всем, что я не хуй с горы. Все, Дима, уезжай. Становись на свой аппарат и уезжай. Все, пока, Дим. Итак, Супер Стас у нас потратил за 2 месяца, ребята, 223 тысячи рублей 400. Различные есть препараты, которые действительно, возможно, вам не нужны, но сам факт таков, что просто так, типа, записаться, знаете, на марафончик и взять и похудеть, у вас не получится. То есть это огромный комплекс. То есть вот этот наш проект, Жене огромное спасибо. Огромное спасибо, Паша. Огромное тренерам, да, за то, что они реально Стаса вот ведут к этому реально крутому результату, потому что в первом сезоне мы сделали огромные ошибки, что Стаса просто в тупую худели без каких-то анализов, без препаратов. Сейчас мы идем реально к цели очень успешно. И что Ребята самое... пишут, да, писал, сорян, у меня просто, ребят, месяц был, 6 у меня перелетов, мы тоже кучу всего наснимали, надо просто посмотреть, что Стас ответил. Подожди, он, по-моему, писал по поводу контента, то есть то, что, типа, можно смотреть или нет. Надо цинкануть его будет, я ему напишу, или там через Димона Масленникова можно будет написать. Я бы, говорю, я просто бы поддержал на гонке героев. Реально бы поддержал. У меня тоже есть проблемы с лишним весом, и не скажу, что, конечно, так критично, как у Стаса, но я бы тоже бы, ну, как скажем, попытался бы это сделать, пройти, поддержать его, рядом просто пробежаться, или просто самому пройти, я бы попробовал. Самое забавное то, что сейчас я скинул, у меня уже 110,5, что ли, по-моему, я крайний раз становился на весы. И, знаешь, вот это вот такая вот отметка, не знаю, для меня, по крайней мере, знаешь, вот когда, типа, вот я жду, когда вот вес, он все-таки будет где-то
109,5. Знаешь, вот почему-то настолько важен вот этот тот килограмм вот лишний. То есть, знаешь, вот чуть-чуть вот он в ту сторону вот он. Вот из 110 выйти и прям вот, я не знаю, было бы кайф. Не сказал бы, что ты 100 весишь. Слушай, я не сам по себе всегда крупный. Я троеборьем сколько занимался, полжизни, ребят. Я никогда не был, ну, дрищом. То есть, не пивное пузо, я пивас не пью. Я могу там где-нибудь бутылочку выпить, но не в этом дело. Дело в том, что сидячий образ жизни и лень. Сидячка и лень. Потому что постоянно стримлю, постоянно что-то куда-то это. Я, если вы заметили, даже меньше стал сейчас что-то делать в студии, я стараюсь выбраться. Вот на Эльбрус поехали, в Дагестан поехали, еще куда-то поехали. По какой причине? Потому что я захотел побольше подвигаться, и мне это очень понравилось. Так что я хотел бы это, так скажем, подвигаться побольше. Надеюсь, что у меня все-таки получится до 100 скинуть. Да, 100, мне кажется, у меня будет прям вот идеальный вес. Какой рост у тебя? У меня, не 175, у меня 176, 177. Вообще 177 всю жизнь у меня на службе везде всегда был. Вообще как бы. Где-то встаешь 176, где-то 177. Всю жизнь в карточках во всех 177. Так что, ну, как-то так. А главное, надеемся, что этот результат закрепится. Но это самая главная наша основная цель. Но мы сейчас вам покажем примерно, как у Стаса проходят вот такие вот гостевые похождения. Визиты к Жене. К Евгению Александровичу Грекову, извините, пожалуйста, ссылка в описании будет обязательно, если вдруг... Что за троеборье? Троеборье — это у меня первый разряд по бегу. Еще я в юности получил его. Просто нравилось там в школе. Как-то он мне просто дался. Вот. А по троеборью третий взрослый, но я бы и на второй сдал. То есть у меня еще и запас был. То есть туда, в сторону даже первого. Я просто не пошел, мы болт забили. То есть мы и гуляли, и занимались. Троеборье — это жим, присед и становая со штангой. То есть, ну, это с железками. Вот. Так что как-то так, ребят. Вот сейчас вот стараюсь. Нет. Это именно, ну, пауэрлифтинг, ну, да, наверное, но больше как мы в троеборье, то есть это силовая именно тема была. То есть, ну, на раз, понял? На раз, допустим, поднять вес, дальше там, то есть ты за 3 упражнения набираешь вес. То есть ты за 3 упражнения набираешь, допустим, какой-то, ну, вес. Допустим, там, жим у тебя там 80 килограмм, там, присед там столько-то. Если ты набираешь в сумме нужное количество килограмм, то ты получаешь разряд. Но это все такое, ребят. У меня плечо еще порвано. У меня с правой стороны по груше, когда долго бьешь, у меня начинает вот в это плечо отдавать. То есть с левой стороны у меня связки порваны. Причем я даже не знаю, когда их порвал. А узнал об этом, знаете, когда аж после, наверное, службы. Не знаю почему. То есть я никогда не жаловался. Такую прям жесткую нагрузку на плечо не давал. А знаешь, в чем кайф еще? Ты когда начинаешь заниматься, у тебя вот эти вот мышцы, да, внутри, то, что вот здесь вот находится, вот как это правильно называется место, не знаю. Ну вот где плечо, да, у тебя это обрастает все мясом, то есть мышцами, и у тебя лишний раз еще все это держится на мышцах. А когда перестаешь заниматься, естественно, то есть, ну, что-то остается, но потом все это именно вот в плечо, короче, ребят. Да, уже начинает это все бахать, но и лет мне тоже уже не 20, как было, когда я занимался там 20 с лишним, а уже мне 35 в этом году. Так что, братцы, вот стараюсь. Вот. Надеюсь, получится у меня, ребят, да, восстановиться. А с плечом, честно, боюсь на операцию ложиться. Очень бы хотел вот эту вот проблему убрать. Там я ходил, к хирургам, я не помню, кому делали тут снимки, не снимки. И, короче, сказали, что это нужно было вовремя, типа, делать, вот эту карусель. Короче, вовремя делать, сшивать вот эти связки. Я говорю, да у меня ничего не болело. Он говорит, ну, значит, вы, типа, в этот момент занимались и, как бы, просто не заметили этого, то, что вы сорвали плечо. Я говорю, ну, ладно, как бы, окей. То есть просто я буду бить нормально. Если долго по груше, вот, допустим, стучать, да, там раз, два, три, там бам-бам-бам. Чем больше ты вот этот вот сам удар, оно отдает в плечо. И потом вот начинает плечо, знаешь, оно такое, как будто вот горит. Жестко горит и прям такие прям колющие, знаешь, как будто вот иголкой в него тыкают. Очень такое неприятная вещь. Но я не жалуюсь, я все равно стараюсь как-то это заниматься. То есть штангой причем занимаюсь, ничего не болит. То есть со штангой вот я делаю упражнения, все окей. Не знаю почему, хотя нагрузка при жиме бешено идет на плечо. Не знаю, как это работает. Ну да ладно. Все, извините, такое у меня лирическое это отступление. Все, у вас какие-то вообще проблемы? Прыщ на жопе? Ну ладно. Не надо меня. Если у вас какие-нибудь есть проблемы, там, не знаю, с гормонами, вы не можете вовремя похудеть, обязательно обращайтесь к Жене. Это единственный человек, которому реально мы все доверяем. Клиника называется Гормон Лайф, обязательно записывайтесь с Женей. Только уже к концу лета надо записываться. Супер, Стас рекомендую, честно. Вот этот мужчина... А почему ты такое количество видосов снимаешь? Да не надо, за что ты его забанил?
А почему ты большое количество видосов снимаешь, хера на канал не выкладываешь? Ребятки, вы, наверное, просто, ну на инсту, наверное, вряд ли, да, или многие не подписаны. Hard.inst. Я также заливаю всю информацию в телегу. Hard Insight. Я говорю на тележку, ребят, подпишитесь. Там с галочкой телегу быстро найдете. Мы сейчас съездили, я снял целый цикл роликов. То есть мы сняли, получается, 2 кухни. Это в Дагестане мы сняли кухню, плюс фильм. Это 2-й ролик. Значит, 2-й это Эльбрус. Именно летом, как Эльбрус. 2-е ролик с Эльбруса — это кухня. И, соответственно, что еще? Питер — это американские горки. Очень скоро, ребят, весь контент будет выкладываться. И потихонечку я, может быть, даже на канале, знаете, оставлю такой авторский, наверное, контент. А с реакциями там мы вообще отдельный какой-нибудь канал сделаем. Или просто небольшую рубрику на этом канале. В общем-то, то, о чем я и мечтал. Просто потихонечку, ребят, иду к этой цели. Вы знаете то, что монетизацию отключили. И вот помаленьку, потихоньку вот стараюсь как-то это, движение какое-то устраивать. Ну, вроде как все получается, так что все нормально. Да, спасибо. Спасибо, ребят. Да, спасибо, кто меня поддерживает, на канал, кто подписывается. Будут очень интересные ролики. В понедельник уже тизер я вам могу закинуть. Хотя, подожди, а зачем в понедельник? Ну ладно, давайте без спойлера. Потому что я ребятам, кто на ВАЗде меня смотрит, на 2-й площадке, я показывал уже, как этот фильм будет. Короче, посмотрите. Будет интересно, правда. Так, поехали дальше, ладно. Да, это пушка. Уколись. Так примерно у нас проходит день. Укололся и заебись. Я, кстати, сам себе уколы умею ставить. Важно сегодня не перегреть. Оно просто очень быстро будет перегорать. Умеете? Ну чтобы оно горело. Может вообще Ну только в ничего не самолете я полечу сегодня. Это вообще не страшно. Главное просто не трите, не грейте. Там себе, короче. Я же не лампа, блядь, джин не выскочит с меня. Чтобы меня терпеть. Стас молодец. Стас, супер Стас. Супер класс. Кстати, не знаю, почему у меня вот так вот получилось, когда мне в свое время надо было что-то какие-то уколы ставить, и типа был вопрос, кто сделает. Понял, да? И как ты представляешь, я, короче, взял прям бам, прям сам себе, по-моему, я не помню, то ли в плечо, то ли куда-то вот в ногу. Вообще просто без разговоров, просто взял, раз, бам. Вообще как-то, Хотя, знаешь, типа, самого себя иголку уколоть, был такое, да, что-то, типа, хрен его знает. Да. Друзья, я к вам с отличными новостями. У каждого из вас есть возможность стать членом моей команды аж на 2 недели. Как-то недавно в сторис я рассказывал, что могу себе позволить то, о чем когда-то давным-давно мечтал. Но, естественно, до этого я прошел очень сложный путь, чтобы добыть ту самую формулу, волшебную таблетку, чтобы зарабатывать больше еще до блогинга, когда я был тренером, и зарабатывать больше, чем остальные ребята в моей сфере. Если ты сейчас на том самом пути, когда не знаешь, чем себя занять, или вообще без работы, или вдруг сейчас Так это едешь ко мне. сидишь на нелюбимой работе, на которую не хочешь ходить, то, дружище, анкета закреплена по ссылке, которая находится в описании под этим роликом. Заполни ее, и у каждого из вас есть шанс стать членом моей команды совершенно бесплатно аж на 2 недели. Заполни анкету и удачи. Интересно, куда они ездили? Но, судя по всему, в Москве. Взвешивание, все, момент Итак, истины. друзья, вы ждали этого момента весь выпуск и целых 2 месяца. И мы готовы показать Ну вам, чё, ребят? каких результатов 25 мы килограмм достигли. ставлю. Приглашаю Супер Стаса для замерения результатов. Ну что, друзья, естественно, вне кадра мы уже сделали все равно подкинул, замеры видно. Супер Стаса. Он прям- Это грудь, талия Он, и короче, бедра. прям Ребята, вот видно, и с гордостью ребят. мы хотим огласить результаты. Видно, знаешь, такой он прям подтаял, да. Тем более вес огромный, так что у него сейчас прям будет это заметно. То есть у него очень быстро сейчас вес будет уходить. Моя ставка 25 килограмм. Супер Стаса. Грудь в начале эксперимента была 153 сантиметра. Стала грудь 149. 4 сантиметра минус за 2 месяца. Талия, внимание, была 153 сантиметра, стала 138. Ты посмотри, Минус разница между 2-м и 1-м месяцем. Минус 15 сантиметров. Чтобы вы понимали, Очень мы много. реально разгоняемся, потому что после 1-го месяца талия у Суперстаса была 147, а сейчас аж 138. Мы 9 сантиметров за 1 месяц убрали. И бедра были Олегон, да. 143, а стали 136. И здесь
есть прогрессивный результат минус 6 сантиметров. Ну а сейчас, народ, Блин, могут самое даже главное. больше. В начале эксперимента Супер Стас весил 190 килограммов. Мы прямо сейчас узнаем, сколько Стас весит после начала эксперимента. Я втягиваю, не втягиваю, вес не уменьшится. Да я пытаюсь втянуть в себя вес. Братик, Но, ребят, поставьте на паузу и давайте попытаемся угадать, сколько я сейчас вешу. Все. Итак, ребят, всегда честно думаю, признаться, это 20-ка. всегда очень волнительно. Не знаю, когда мы снимаем с Супер Стасом проект, это волнительно. Нет, Поехали. 25. Все, Давай. 25. В начале Супер Стас весил 190 килограммов. Итак, вес наш 170 килограммов, ну 500-600 граммов. Народ, Почти угадал. 170 килограммов весит Почти. Супер Стас. За 2 месяца ровно 20 килограммов. 20. Бро, это очень круто. Хорош. Ребят, 20 килограммов. Сколько, получается, нам осталось? Слушай, ну здесь на самом деле и Лехи заслуга, он с ним занимается, он ему очень помогает. Бля, вообще красиво. Блин, точно я лайкос поставил, надо проверить. Да, все, стоит, все четенько. 130-140. То есть, получается, за 2 месяца нам надо похудеть на 30 килограммов. Нахуй режу. Итак, ребята, честно признаться, улыбка моя немного истерична, потому что сейчас мы каждый месяц сбрасываем 10 килограммов. Чтобы влезть в костюм, нам надо похудеть за 2 оставшихся месяца аж на 30, мать Много. его, килограммов. Напишите, пожалуйста, ваше мнение о результатах, потому что я считаю, что самая основная проблема – это живот. Мы с ним реально, с объемами живота, мы реально справляемся. И Стас безумный красавчик, что уже на протяжении Не, 2 реально красава. месяцев следует всеми нашими советами и делает действительно очень крутой результат. Очень! Я поздравляю вас. Нет, минус 20 килограмм, народ. Минус 20 килограмм. Это круто. Подошел к концу очередной выпуск нашего экстремального преображения с Супер Стасом. Я считаю, что Стас показывает очень крутые Не, сильно, результаты. ребят, это Если много. у вас есть собственное мнение, обязательно напишите его в комментариях. Ну а дальше... Красава. Красава, мне ролик очень понравился, я повторюсь, по поводу гонки героев, поддержать 100% бы поддержал, и очень интересная тема, очень интересная тема. Так что как-то так. Ну, посмотрим, что будет дальше, ну и я потихонечку тоже поскидываю.